Россия. Курс на Марс. Владимир Путин провел совещание по ядерной энергетике в космосе. США собирает коалицию против Китая, а Китай и Канада готовятся подписать нефтяной контракт. Евросоюз не может без России, и почему «Газпром» терпит рекордные убытки и теперь будет выпускать холодильники. Об этом не только расскажем в свежем выпуске «Нового проспекта». Президент России Владимир Путин в среду, 16 апреля, провел совещание по вопросам развития космонавтики. В мероприятии приняли участие все ведомства, которые имеют отношение к развитию космической отрасли. 12 апреля Владимир Путин в поздравлении с Днем космонавтики заявил, что космическая отрасль в России должна стать локомотивом роста экономики. По его словам, ей также необходимо постоянно двигаться вперед вместе с бизнесом и наукой, чтобы обеспечивать достижение национальных целей развития и занимать лидерские позиции. Развитие атомной космической энергетики будет одним из приоритетов в отечественной космической отрасли. Россия сосредоточит усилия на научном освоении дальнего космоса и укреплении кадрового потенциала. Сегодня космическая отрасль России – это около 100 предприятий, в которых занято 250 тысяч человек. Крупнейшим предприятием космической отрасли России является РКК «Энергия», главный подрядчик пилотируемых космических полетов. Ведущими производителями ракет-носителей является ракетно-космический центр «Прогресс», информационные спутниковые системы, лидер в области межпланетных зондов во всем мире. По словам президента, новый нацпроект по космосу будет утвержден уже в самое ближайшее время. Также продолжается сотрудничество в космосе с США, несмотря на то, что европейцы приостановили его. У нас большие планы на сотрудничество с Китаем и странами БРИКС, и в целом это сотрудничество не останавливается и остановиться не может. Очень много стран заинтересованы в сотрудничестве с Россией в космосе, а идея полета на Марс со временем будет привлекать все больше сторонников. Напомним, национальный проект развития многоспутниковой орбитальной группировки стартовал в январе 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Его задача – укрепить позиции страны в космосе и помочь отрасли стать драйвером в обеспечении технологического суверенитета. Власти США пытаются убедить другие страны ограничить экономическое сотрудничество с Китаем в обмен на снижение американских торговых пошлин. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Чиновники США планируют использовать переговоры с более чем 70 странами, чтобы попросить их запретить Китаю поставлять товары через их страны и не допустить размещения китайских фирм на их территориях, чтобы избежать американских тарифов. Какие именно это страны, не уточняется. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали закупать дешевые товары из Китая. Одним из авторов данной стратегии является глава Минфина США Скотт Бессент. Таким образом, он рассчитывает ослабить экономику Китая, изолировать его бизнес и заставить пойти на уступки в торговом противостоянии со Штатами. Накануне Бессент допустил полный разрыв экономических отношений США и КНР. По его словам, это предотвратить можно, заключив только крупное торговое соглашение. Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит ранее указывала на то, что Китаю сделка США нужнее, ему нужен американский потребитель. Однако председатель КНР Си Цзиньпин уже заявлял, что Китай может положиться на себя и не боится необоснованного давления. Все выпуски «Нового проспекта» доступны ВКонтакте, Дзене и на платформе Рутуб. Китайская сторона ведет переговоры с Канадой о покупке нефти по трубопроводу Trans Mountain. Пошлины США на канадскую сырую нефть делают баррель более дорогим для американских нефтеперерабатывающих заводов, а также высвобождают объемы сырья для поставок на другие рынки. В таком случае пошлины могут дать азиатским нефтеперерабатывающим заводам конкурентное преимущество. Между тем, китайские нефтеперерабатывающие заводы готовы принимать канадскую нефть, которая стала слишком дорогой для американских НПЗ. С таким мнением согласны все аналитики, опрошенные Reuters. Расширение трубопровода Trans Mountain позволит добывать на 600 тысяч баррелей нефти в день больше, что сопоставимо с ежедневной добычей Азербайджана. Это поможет повысить цены канадской нефти на мировом рынке и снизить зависимость страны от экспорта в США. Также после расширения Trans Mountain может стать источником большого количества тяжелой шламовой нефти, которую используют нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая для производства транспортного топлива и асфальта. К слову, аналитики уже высказывают опасения, после запуска канадского терминала Штаты могут лишиться неких объемов газа и нефти, которые покупают в Канаде и затем сжижают и отправляют на экспорт. Теперь канадские компании будут заниматься этим сами. 15 апреля европейские чиновники отказались от идеи запрета импорта российского сжиженного природного газа из-за неопределенности на рынке альтернативных источников, сообщает Reuters. Европейская комиссия уже не первый раз откладывает публикацию дорожной карты, в которой должны быть изложены конкретные меры, необходимые для полного отказа к 2027 году от импорта топлива из России. Изначально ее должны были опубликовать в конце февраля, но затем сроки публикации перенесли на март. Теперь планируется это сделать в мае. По данным Financial Times, отсрочка публикации плана объясняется несколькими причинами, в том
том числе дискуссиями о будущем соединяющего Россию и Германию трубопровода «Северный поток», которые вновь начались на фоне попыток США восстановить отношения с Россией. Другой причиной промедления Еврокомиссии с презентацией дорожной карты называется оппозиция со стороны Венгрии и Словакии, двух стран Евросоюза, в которые продолжает поступать российский трубопроводный газ. В Брюсселе опасаются, что две страны могут заблокировать принятие законодательных актов в Евросоюзе, необходимых для реализации на практике рекомендаций с дорожной карты. В Евросоюзе также звучат другие предложения относительно того, какую политику проводить по российским энергоносителям. Так, Европейский аналитический центр Брюггель предложил вместо эмбарго на российский газ обложить его импорт-пошлинами. Это позволит Евросоюзу получать доход с импорта и вынудит поставщиков снижать цены. Кроме того, для введения пошлин, в отличие от санкций в Евросоюзе, не нужно единогласное одобрение всех стран-членов, что снижает риск блокировки решений со стороны Венгрии и Словакии. На фоне рекордных убытков «Газпром» принял решение запустить производство холодильников и стиральных машин. Оно будет осуществляться на бывшем заводе Bosch под Санкт-Петербургом. Компания уже приступила к поэтапному процессу: наладка и настройка оборудования, производственных линий, поиск поставщиков, сырья и материалов. Финансовые проблемы преследуют обе стороны. Bosch закрывает заводы в Германии, а «Газпром» фиксирует рекордные убытки. Заводы в Стрельне под Петербургом были рассчитаны на выпуск более 1 миллиона холодильников и стиральных машин в год. Однако в 2024 году производство встало, не сделали ни одной единицы техники, а число работников сократили. Также в 2024 году президент России Владимир Путин передал дочерней структуре «Газпрома» под управление заводы Bosch Аристон. В конце марта 2025 года итальянский Аристон все-таки вернулся в Россию. Напомним, ПАО «Газпром» отчиталась за 2024 год о чистом убытке более 1 триллиона рублей. Еще год назад компания рапортовала почти о 700-миллиардной прибыли. Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании ПАО «Газпром», оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпромнефть» в сумме 852 миллиарда рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 миллиарда рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года. По версии компании, пришлось пересчитать стоимость акций «Газпромнефти» из-за падения капитализации. Генеральная прокуратура подала в арбитражный суд Москвы встречный иск против Винтерс Холдей, юридического бюро Аурелио Скотта и 3 международных юристов, специализирующихся на арбитраже: Шарля Понце, Хамида Гарави и Улуфунки Адекоя. Требования Генпрокуратуры в карточке арбитражных дел не приводятся. Винтерс Холдей владела долями в 3 совместных предприятиях с «Газпром» на Ямале. Оператором первого, «Севернефтегазпром», разрабатывала южно-русское нефтегазоконденсатное месторождение, где его доля составляла 35%, а также принимала участие в разработке участка Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения с долей 50%. Кроме того, Винтерс Холдей была одним из инвесторов «Северного потока-2» с долей акций 15,5%. В январе 2023 года Винтерс Холдей объявила об уходе из России. Убыток составил более 5 миллиардов евро. Российские власти ввели предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещено покупать его предприятия, которыми он совместно владел с Винтерс Холл. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которым права и обязанности совместных предприятий переходят к созданным правительством России, и ООО «Газпром» получил в них доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. После чего Винтерс Холдей начали 2 арбитражных разбирательства, в которых ответчиком выступает Российская Федерация. Компания заявила о экспроприации активов России, ссылаясь на энергетическую хартию и договор между Россией и Германией о взаимной защите инвестиций. В сентябре 2024 года Винтерс Холдей фактически прекратила свое существование, и основные нефтегазовые активы выкупила британская Harbour Energy. В периметр сделки не вошли СП Винтерс Холл в Ливии, СП Винтерс Холл Нордзе в Северном море, где 50% принадлежит «Газпрому» и является предметом арбитражного спора с украинской компанией Славутич Инвест в Гааге, а также доля в Nord Stream. На этом все. Все выпуски «Нового проспекта» доступны ВКонтакте, Дзене и на платформе Рутуб.